Всем привет! Сегодня сериал «Стоит ли сначала поцеловаться». 2018 год, автор сценария Пэ Ю Ми, режиссер Сон Джон Хён, в ролях Ким У Сон, Ким Сана, О Джи Хо, Пак Ши Йон. Как всегда, не нашла торрент, поэтому статичные картинки, вы уж меня простите. Название, по-моему, идиотское, особенно для азиатского кино. Как я вышла на этот сериал? После «Охотников на рабов» я заинтересовалась актером О Джи Хо и его фильмографией. С первых минут сериала мне не очень понравилась актриса Ким Сана. Но потом это прошло, все-таки не зря есть пословицы типа «с лица воду не пить», «встречают по одежке, а провожают по уму» и так далее. Сериал я смотрела давно. Мне он понравился, немножко занудный, но все лучше, чем новые. Пыталась смотреть новые 22 года, но ни один меня почему-то не заинтересовал. Итак, сюжет. У главной героини мужа увела коллега-начальница. У них подрастает дочь лет 5, а у главной героини дочь умерла, наевшись каких-то сладостей. И вот эта смерть дочки и переживания главной героини и желание наказать компанию-производителя этих сладостей идут фоном через весь сериал, который вроде как про любовь. Про любовь к бывшему мужу, про зарождение новых отношений, которые ты любовью не назовешь. Бывший муж, который мечется между двумя женщинами, новый мужчина, холодно отстраненный поначалу, и главная героиня, которая сначала мать, потом бывшая жена, потом новая возлюбленная. Очень грустный сериал. Потерять ребенка, что может быть страшнее для женщины, которая 9 месяцев носит его под сердцем, потом не спит ночами, болеет вместе с ним, и вдруг кто-то решает жить ему или умереть. В начале сериала немолодой главный герой задается вопросом, как прожить эту короткую жизнь. Жаль, что мы не задаем себе этот вопрос, когда нам по 18, когда нам кажется, что жизнь только начинается, и что она очень длинна, и что мы всегда будем молодыми. Для молодых людей сериал про старперов будет неинтересен. Помню, когда мне было 17, я смотрела на 30-летних на танцплощадке и думала, что эти старики тут потеряли. Так и в сериале «Какая любовь в 45 лет». И они будут правы, не может быть никакой любви в 45. Может, желание не быть одиноким, пресловутая кружка воды, немного симпатии, тепла, заботы. Потеря ребенка, женщина сосредоточена на своем горе. Муж без внимания жены нашел утешение на стороне. Жизнь разрушена, работа стюардессы тоже как бы для молодых. И вот тут появляется мужчина, вполне себе симпатичный, работает в рекламном бизнесе, и, как выясняется в процессе, они были раньше знакомы. Бывший муж, который не может отпустить бывшую, его новая жена, которую бесит бывшая дочка, рисующая семью с бывшей женой, и главная героиня, которая хочет продать почку ради погашения кредита. Иногда любовь может начаться из жалости и страха остаться в одиночестве, говорит главная героиня бывшей жене главного героя. Какая любовь? Главного героя много лет назад жена оставила и уехала в Америку. У главной героини своя драма. Не хочу показаться занудой. Секс, наверное, имеет значение, но мне кажется, теплый понимающий взгляд, голова на плече и рука в руке – это гораздо важнее. Ну и переходя от поэзии к прозе жизни, хотелось бы отметить одну щекотливую тему. В Корее спускать газы прилюдно и вслух считается вполне себе естественным явлением. Мы стыдливо опускаем глаза, даже когда говорим на эту тему, не говоря уже о том, если, не дай бог, это случится в присутствии посторонних. Так вот, мой погибший брат рассказывал историю, что в военном училище один из курсантов пукнул на одном мероприятии и от стыда вышел на улицу и застрелился. Это не анекдот, а чистая правда. Так вот, вспоминая эту историю, я соглашусь с корейцами, что испускать газы – это не преступление, а просто естественная потребность живого организма. Всего лишь навсего. И лишать себя жизни в угоду общественному мнению и общепринятым нормам по меньшей мере глупо. Мне понравился актер Кан У Сон, исполняющий роль главного героя. Или мне понравился персонаж, не могу сказать точно. Сдержанный, немногословный, со взглядом он умной собаки. Как-то он не переигрывал. Сцена, где он просматривал фото с отдыха на море, не отдыха, пляж, солнце, бикини, а серое угрюмое море, холодный пронизывающий ветер и сознание того, что ты скоро умрешь. Скупые слезы, подергивание губ и взгляд полный сожаления и печали. Мне показалось, он точно выразил состояние смертельно больного человека. Вот ведь как бывает. 8 лет назад он создал хороший рекламный продукт и разрушил чью-то жизнь. Но возмездие в виде рака настигло его. Мне показалось, что сериал гораздо глубже, чем легкомысленное название. Как всегда, сериал немножко затянутый, немножко занудный, очень грустный, много душевной боли. Настроение сериала соответствует сегодняшней действительности, где нет места безудержному веселью. Эх, умирать никому не хочется, а придется. На этой грустной ноте и закончим. Всем рекомендую. На сегодня все. Всем здоровья и удачи.